Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события произошли, что ожидать на вечерней сессии и какие движущие силы сейчас имеют место быть на рынке. Давайте начнем с календарика, прежде чем посмотреть и подумать, куда пойдут котировки доллара, нефти, рубля, золота. Так, что у нас здесь происходит? По Германии с утра отличная статистика вышла. Дальше 18:00 по Москве начал выступать Пауэлл. Но на самом деле ничего он такого нового, кардинального не сказал. Он всех успокоил, провел массовый сеанс психотерапии, сказал, все будет хорошо, деньги будем давать столько, сколько потребуется, все зальем, все выточим, всех спасем. Но на что хотел обратить внимание. Да, сейчас как бы ситуация, пока система особо не дает сбоев и идет приток ликвидности какой-то, система находится на хаях и там консолидируется. Вот. Но в целом должен заметить, что когда такие убаюкивания начинаются, это уже указывает на то, что там какие-то мысли имеют место быть о том, как начать сворачивание предоставления избыточной ликвидности. Так, далее, продажи нового жилья. Необычайно выросли они хорошо. Здесь ситуация не очень простая на рынке недвижимости США. И вот это жилье, которое покупается, там есть определенные структурные сложности с тем, насколько вообще целесообразна вот эта вот покупка жилья и рост жилищного рынка. То есть там есть ряд проблем, которые в ближайшее время его вскроют, я так подозреваю. Так, ну вот, собственно говоря, то, что по жилью вышла хорошая статистика, то, что Пауэлл всех успокоил в очередной раз, что деньгами все будет заливаться. Америка в результате отскакивает, доллар получает плюс 10 к силе. Вот. Ну а запасы сырой нефти вышли больше, чем ожидалось. Это, соответственно, для нефти не очень хорошо. Так, друзья, ну вот компанию Норильский никель прямо-таки не останавливает какой-то злой рок. То разлив топлива, то различные иные инциденты. А сейчас произошло затопление двух шахт, Октябрьской и Таймырской. Но здесь вопрос в том, насколько быстро эти последствия затопления будут преодолены. Вот. И здесь пока ничего не могу сказать, насколько это критично, не критично для работы компании. Надо собрать больше информации, тогда можно будет какое-то компетентное суждение на этот счет выносить. Но пока могу только диагностировать, что, похоже, судьба крепко взялась за Норильский никель. Так, ну давайте, поскольку времени уже не очень много остается, давайте посмотрим, что там происходит на рынке и куда сейчас будут, скорее всего, двигаться котировки. Так, ну вот единственное, только я забыл такой момент. Обратите ваше внимание на два момента. Тавтология какая-то получается. Во-первых, в ближайшее время, судя по всему, еще у Яндекса будут проблемы, потому что к ним есть претензии со стороны антимонопольных органов. Это связано, судя по всему, с тем, как организован механизм организации поиска соответствующих сервисов в Яндексе. Вот. Возможно, как бы это дело раскрутят, и мы тогда увидим существенное движение в котировках Яндекса вниз. Далее Минфин раскрыл доли юаня и иены в структуре ФНБ. Но смотрите, здесь на самом деле доли не такие большие. Иена там 5%, юань 15%. Ну, как бы вполне как бы приемлемо с точки зрения диверсификации. Я считаю, вполне как бы это нормальная практика. И действительно не надо все держать преимущественно там, допустим, в долларе или евро. Желательно диверсифицировать. Вот. Но есть какой момент, почему все держат в долларе, но может быть в евро, а не в иенах и не в юанях. Потому что вот эти две валюты, они имеют существенный недостаток. Дело в том, что японская экономика, она крайне экспортно ориентирована. Вот, и поэтому для того, чтобы поддерживать конкурентоспособность, она периодически прибегает к девальвации. Вот, соответственно, то есть японская иена, она поэтому временами бывает далеко не самой крепкой валютой. Ну а китайский юань, по сути, это валюта, которая в плановом режиме ее курс устанавливается, и поэтому здесь все риски, связанные с подобными решениями, они присутствуют. Поэтому, конечно, в такой пропорции, я считаю, это вполне приемлемо, но
С другой стороны, наращивать иену и юань против доллара и евро, мне кажется, это достаточно адвантажно, и лучше к таким мерам не прибегать, с моей субъективной точки зрения. Ну и вот тоже на РБК статья: в МИДе предложили устранить зависимость России от ядовитого доллара. Ну как бы ядовитый доллар, то есть вся финансовая мировая система существует на ядовитом долларе. Вопрос только в том, что взамен предложить, и насколько это всему миру будет интересно, то, что предложить взамен ядовитого доллара. Так, ну и вот, друзья, по поводу Яндекса. Вот мы видим сейчас Норникель, по нему какие-то удары судьбы посыпались. Вот сейчас, я так понимаю, вполне в ближайшее время Яндекс тоже может попасть под горячую руку. Но я вот могу свою субъективную, скажем так, точку зрения высказать. Вот чем мне Яндекс не по душе, вот мне лично, чем он не по душе. Вот ты используешь, допустим, продукты Google или другой софтверной компании, тебе из каждой щелочки не вылезает под любым предлогом: а установите то-то, а воспользуйтесь этим и так далее и тому подобное. Ну, как бы просто наступает такой момент, когда это становится очень неприятно. Вот, я не знаю, кто там занимается маркетингом у Яндекса, но мне кажется, вот такая политика, она компанию рано или поздно в тупик приведет. Потому что когда речь идет с людьми, которые, ну, более или менее умеют пользоваться интернетом и как-то взаимодействовать с IT-технологиями, их, как правило, по статистике, навязчивая реклама и постоянное навязывание чего-либо, оно отталкивает. Вот. Ну и поэтому Яндекс, собственно говоря, тоже попадает на карандаш, что его могут события неблагоприятные в ближайшее время постигнуть, потому что казну надо пополнять. Яндекс хорошо капитализировался, вот, но при этом он вот какие-то там нормы ФАС нарушил, и поэтому его могут какие-то там действия предпринять, штрафы выписать и так далее. Так, друзья, дневной график нефти, Brent, ну тут, в общем-то, как она вверх летела, так и летит, независимо от запасов. Ну здесь, конечно, наверное, были открыты короткие позиции, но на фоне такого мощного успокаивающего выступления Павла, наверное, стопы посрывало всем. Но если ориентироваться сейчас на часовик, что происходит по нефти? Смотрите, вот здесь, если мы в ближайшие часы не пробьем 66,5, 66,6, то, соответственно, она здесь просто застынет и пойдет расти дальше. Если пробьем, произойдет коррекционный откат. Цель этого отката будет либо 66,05, либо разовьется движение, целью которого будет сходить на 64,9. Вот сюда вот, на эти значения. Пока никаких факторов, указывающих на разворот, нету. Попытка разворота вот здесь была предпринята, но на текущий момент 20.24 по Москве она успехом не увенчалась. И поэтому по нефти идет восходящий тренд. Да, скорее всего, здесь на фоне позитивного выступления Пауэлла, ну как позитивного, оно было обычное, просто все его позитивно восприняли. Вот. Здесь посрывало, видимо, стопы шортистам, и поэтому рост пока на текущий момент продолжается. И никаких сигналов на то, что он сейчас прямо остановится, нету. То есть сигнал, что будет остановка этого роста и коррекционный откат, это пробитие 66,5. Так, друзья, то, что касается золота, я вот в Телеграме свое видение писал, а оперативно, ну как я смог написать оперативно. Ну вот смотрите, здесь по российскому фьючу, который GDH1, он немножко чуть-чуть там отличается, там на несколько долларов или на несколько центов от американского, от котировки, вот, которую я показываю на Финаме, это с Чикагской товарной биржи, по-моему, последний фьючерс. Так, ну здесь, в общем-то, суть, закономерность, она такая же, все то же самое, там буквально отличие на несколько значений. Но вот я, по моим подсчетам, 1780-1785, тогда был 1785, если этот диапазон не пробиваем, то будет отскок, он продолжится отскок. Если пробиваем, то, скорее всего, вот это быстро будет прошито и уйдет на 1700. Смотрим, что сейчас. Так, ну и сейчас эта чикагская котировка, она чуть-чуть отличается. Вот, ну, такую же картину, собственно говоря, и получили. 1780 не пробили. Вот здесь вот удержались, и пошел коррекционный отскок. Вот смотрите, сейчас достаточно интересный момент возникает. Там, во-первых, с утра я озвучивал уровень
1805-1806. На самом деле немножко другая картина получилась. Он поторговался в районе 1804, то есть он все-таки пробил, получается. И после этого отбился и уже только потом пошел падать. Но смотрите, это связано с тем, что происходит отодвигание уровней. Это связано с тем, что уровни, которые общеизвестны, они претерпевают, по крайней мере локально, в отдельных случаях и ситуациях, они некоторые изменения претерпевают и сдвигаются. Но это связано с вполне очевидным фактом, что многие игроки делают ставку, там стопы ставят под них и так далее. И поэтому здесь ровно 1805-1806 не получилось, немножко съехал на 1804-1803. Но все-таки здесь удержалось. Дальше, когда ужас нагнали, все это дело рухнуло. Но опять же, смотрите, 1800 пробили, но 1780 не пробили. То есть его топить сейчас пока не дают. Его здесь выкупили. И здесь у нас получается такая ситуация, что вот 1795, здесь есть определенный уровень, который, если сегодня-завтра с утра не пробивается, то наиболее вероятно, что отсюда сформируется восходящее движение. Первая цель это 1806-1807 и потом 1811 и здесь закрепиться. Вот. Пока на текущий момент этот отскок получил развитие, но в том случае, если сегодня-завтра с утра будет пробитие 1795-1792 вот этого диапазончика здесь, то в этой ситуации, ну как минимум, мы пойдем тестить 1780, как минимум. Возможно, будет более глубокое падение уже на 1766 и, скорее всего, даже на 1700. Вот. Пока на это я бы ставки не делал. Здесь оно более или менее адекватно отскочило, и сейчас вот оно здесь попытается закрепиться. Посмотрим, будет или не будет вот это вот движение на 1807-1811, пока оно вот здесь вот крутится. И скорее всего здесь оно и закрепится на сегодняшний вечер. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, 4-часовик. Здесь у нас движение вернулось в диапазон 74,1, 73,65. И сегодня вот сейчас будет решаться вопрос, будет или не будет пробитие уровня 73,6 и закрытие в диапазоне 73,5, 73,55. Если такое произойдет, то завтра мы вполне можем увидеть по рубль-доллар движение, цель которого будет 73,25, вот сюда, вот в этот диапазон. Сейчас, я думаю, скорее всего, динамика вот она где-то так вот будет развиваться. Давайте сейчас более короткие таймфреймы поставим, чтобы было видно, какое здесь может быть движение. Так, но если вот переходить на 15 минутку, здесь все достаточно прозрачно. Сейчас торговый диапазон, в котором будут движения, это 73,58, 73,8. То есть вот здесь вот, скорее всего, сейчас все движения и произойдут. Вот. Но если нефть покажет существенный рост, там пробой движения уже на 70, то в этой ситуации мы увидим пробой здесь сначала 73,5, потом 73,4 и досрочная отработка 73,25 вот здесь вот. Я думаю, скорее всего, мы вот будем вечер сейчас торговаться вот в этом диапазоне. Особых движений здесь, наверное, не будет, потому что ну там определенные пошли новости по санкциям. Я все равно, правда, думаю, сейчас они существенного такого влияния не окажут в ближайшее время. То есть, когда вот их реально начнут разворачивать, тогда да. Но опять же, прежде чем что-то серьезное как-либо будет сделано, там какие-то персональные санкции крутые введены, я думаю, ну это все только где-то, ну, в лучшем случае, точнее не в лучшем, в наиболее раннем сроке, это в апреле или вообще где-нибудь в июне, в июле. И вообще, пока непонятно, то есть будет или не будет что-то делаться, потому что одно дело совершать громкие заявления, и другое дело, если разразится ну какое-то ЧП или серьезный коррекционный откат на рынках, заниматься еще с кем-то выяснением отношений. Вот, поэтому на текущий момент, я думаю, сейчас все будет, ну, с моей точки зрения, если там какое-то дополнительное разжигание не возникнет, по крайней мере до конца этой недели, я думаю, вот диапазон движения у нас сохранится
Это от 73.15 до, наверное, 74.4. То есть, если какие-то пойдут внезапные заявления, может быть задерг на 75.3. Вот. Но я на это ставку бы не делал, потому что, хотя такое и вполне возможно, но с другой стороны, как бы с учетом такой цены на нефть, я думаю, такое движение маловероятно. Так, друзья, далее РТС. Ну, смотрите, вот здесь опять же в телеграм-канале я постил, что, скорее всего, от 144 550 будет отбой, что, собственно говоря, мы и получили. Вот. И сейчас отсюда идет движение. Цель этого движения, первая цель, это 146 500-600. Вот сюда вот сходить. Дальше посмотрим, как это будет протекать. Вот. На текущий момент, для того, чтобы вот это движение совершилось, не должно быть корректирующего отката с пробоем 144 900. Вот если такой откат будет, то мы с этого роста переходим вот сюда, консолидацию в этот диапазон. Так, друзья, ну, в общем-то, там по Норникелю был вопрос, но сейчас по Норникелю смотреть, сейчас там уже все это самое в засыпающем состоянии находится. Давайте Норникель тогда завтра с утра рассмотрим. Все, спасибо за внимание. Всего наилучшего, удачных торгов.